Ну что, как у вас там в России-то? Как дела? У нас тепло, солнце светит, люди спят. На улице море. Сегодня тихое, спокойное после 2 дней дождей. Даже купаются еще. Хотя тучки заходят, но ветерок относительно теплый. Сейчас я вам... Не то чтобы я буду снимать специально людей на пляж, но просто скажу, что они купаются, дети даже плавают. Вот. Хотя утром было еще прохладно. И пришлось в брюках ходить. О чем хочу сказать. Потому что, конечно, законы в Испании странные, исполняются странно. Вот тут вот на набережной есть точка, где торгуют товарищи из Африки какой-то контрафактной продукцией. Опс, нет, вот. Вот так вот. Торгуют контрафактной продукцией. Типа сумок и обуви. Так вот, по испанским законам эти товарищи могут торговать. А вот если я пойду куплю у них что-то, то мне прилетит штраф. Покупать нельзя, а продавать можно. Периодически в Барселоне их гоняют и в окрестностях. Но здесь, на побережье, никому нет дела, что они стоят и торгуют. На это не обращают внимания. Это, конечно, удивляет. Но, с другой стороны, в чем-то испанцы похожи на нас. Также прикрываются законами о защите персональных данных, когда не хотят разрешать видеосъемку. При том, что сейчас у людей такое количество смартфонов, что за всем не проследишь. Если речь идет о защите персональных данных, например, моего лица, то странно получается. Компания может снимать в своем помещении меня и мое лицо. Значит, мои данные для компании не защищаются. Тем более она может меня идентифицировать по тому, с какой карты я купил. То есть им, в принципе, записать меня и опознать нет никаких проблем. А вот я не имею права снимать в помещениях. Это несколько странно. Видите, яхта стоит в отдалении. Должна быть вам заметна. Вот эта яхта стоит. Вероятно. Вернее, в восточном полушарии. Я тут, вот какую вещь выяснил сегодня. Оказывается, я переехал в западное полушарие. То есть, вот там, где между двух гор находится город Кальпы, вот прямо перед вами, там проходит как раз Гринвичский меридиан. И, соответственно, яхта, плюс-минус, находится на границе. Птички полетели. О, прикольно, да? Кто хочет, может по мостику. Кто хочет, может здесь пройти. Пойди испугай их. Такие здоровые курицы. Ну что-то там. Короче, я живу в западном полушарии, представляете? Вот.
Можно говорить теперь, что я свалил на запад. Вот где-то вот тут вот, ну примерно как вот разлом этот проходит между гор, идет и меридиан. И вот эта гора, наверное, находится половина ее. То есть если сейчас на нее вот так смотреть, левая часть находится в восточном полушарии, а правая часть в западном полушарии. Вот такая вот интересная география получается. Все-таки отличную я камеру приобрел. Она даже понимает, что я установил на нее защиту от ветра. Представляете, какая умненькая? Вот. Вышел на этот пирс. Можете посмотреть. Вернее, это как волнорез, да, не пирс, волнорез. Можете посмотреть разницу. Здесь волны достаточно сильные. А здесь отличная гладь, тише гладь. Наверное, водичка тепленькая прогревается. И люди купаются. И именно вот в этом месте они все собираются, потому что здесь нет волн. И вода не так сильно перемешивается, как с этой стороны. И получается, что им комфортнее, конечно, купаться в тихой воде, хорошо прогретой. А чайки зачем-то сидят вот передо мной. Покажу вам их. Вот, видите, они там сидят все, чего-то ждут. То ли там рыбу поднимает вверх, то ли еще что-то. Так вот, я вам говорил, что вот буквально перед вами проходит граница двух, как это называется, полушарий, да, головного мозга. Ну, короче, западное и восточное полушарие, вот здесь вот они разделены условной линией. Ну, наверное, где вот эта яхта стоит, совсем недалеко. Или, может быть, вот где вот там вот, видите, такие небольшие горки впереди? Это что-то типа искусственного барьера, где выращивают всяких мидий. Ну, то есть это типа фермы, где прикармливают рыбу, всяких этих самых рыбок выращивают. Ну, в смысле, господи, как это по-русски? Морепродукты вот выращивают. Все-таки, да, уже за это время я, когда вокруг себя видишь надписи на испанском, приходится прикладывать усилия, чтобы вспомнить, как это слово, то или иное слово на русском языке. То есть я сейчас общаюсь на смеси испанского и английского, и когда на русском языке какие-то специальные термины приходится вспоминать. Ну, специальные термины — это в смысле названия предметов. Кстати, я понял сегодня на занятиях, что очень важно знать глаголы. То есть словарный запас, конечно, критичен, очень критичен. Если ты знаешь глагол на, допустим, coger, хороший такой глагол, который в Испании считается приличным, а в остальном мире имеет иносказательное значение вступать в половую связь. Вот. А здесь в Испании можно сказать, что я взял автобус, то есть я сел на автобус. Так вот этот глагол, если ты даже его используешь в неправильном времени, ну, допустим, не знаешь прошедшего или будущего, скажешь в настоящем, испанцы тебя поймут. В конце концов, они очень хорошо слышат наш славянский акцент. Но надо же его знать, эти глаголы. А глаголов много. По сути, да, я согласен с Мишелем Томасом. Глаголы и определяют язык. Как мы говорим, как мы выражаем свои мысли. Так что буду усиленно учить глаголы, чтобы не оплошать на следующем занятии.
приходится скрывать то, что я говорю по-русски, потому что вокруг много русскоговорящих. Тут, конечно, неимоверно умиротворяющая атмосфера, отличное место для отдыха. Просто все говорит тебе, транквила, кальма, призывает тебя успокоиться и отдохнуть. Вот под мостом стоят машины, похожие на газельки. Видимо, в них спят люди. А еще я вижу прицеп для лошадок и видел помет, или как это называется. Короче, видел огромную кучу каках от лошади на побережье, вот там вот. То есть тут действительно вот в этом прицепе живет лошадь. И раз вот так все затянуто, видимо, люди здесь вот прям под мостом и живут. Что они здесь делают под мостом, я не знаю, но как-то они живут. Это явно не на 5 минут они стали здесь. Вот тут такой продажа всякой растительности. Видите, оливы в земле. Можно купить старое дерево прямо с корнями и себе пересадить. А тут уже вот, видимо, смирились, высадили. Ну и где вы видели вот такую красоту, а? Гранат в виде сорняка. Ну красиво. Собирай. Я, правда, не уверен, что там можно что-то... сделаю эксперимент, приду, открою. Но, в принципе, конечно, зрелище завораживающее. То есть гранаты, которые так вот вызревают. Если не созревшие, я на все хотел наплевать, я приду и соберу. Конечно, они в 2 раза меньше, чем в магазине, но зато созревшие тут. В магазине по 3 евро. То есть это не совсем дешевое удовольствие. Вот кто-то что-то пилит. Это вообще все парк. То есть это вот официально все, где я иду, вдоль этой речки, это все парк. Там есть написано, какие маршруты проложены. Сегодня что-то у испанцев прилив активности, вон что-то режут, пилят. Отрезали сегодня все цветущие розы и прочие цветы на променаде вдоль моря. Сегодня у них прилив активности. Насколько я понимаю, как работает климат, вот эта вот горка перед нами, она порядка 1000 метров. И теплый воздух, влажный воздух с моря, он доходит до вот этой вот горки. А с той стороны, со стороны горы, приходит холодный воздух с севера, с континентальной части Испании. Он не может пройти над землей, поэтому он поднимается над горой и встречается с влажным и теплым воздухом со стороны моря, потому что дует все время бриз со стороны моря в эту сторону, в сторону гор. И образуется вот все время над этими горками, все время образуются вот такие вот облака, явно готовы пролиться. Я предполагаю, что вся влага достается вот этому склону, с этой стороны, со стороны моря. Вот не видно отсюда, да? А со стороны континентальной части, туда вглубь, там все сухо, потому что теплый воздух, горячий, туда не уходит. Все остается здесь. С этой стороны. Поэтому внутри Испании такая сухость,
и жара, потому что там воздух сухой. И когда летом с моря дует воздух, он просто вот за счет этих гор не проходит. Все-таки метр это надо еще преодолеть, своего рода экран такой, который не пускает, видите, не дает пролететь воздуху. И вон тучки все сильнее, сильнее, сильнее. Сами видите, куда направление воздуха, ветра в сторону гор. Сейчас вот это все соединится, и будет в ближайшие дни дождик.